Друзья, всем большой музыкальный привет! Вы на канале «Давай запишем», с вами Александр. Сегодня в продолжении темы студийной акустики мы предлагаем вам познакомиться с очередными мониторами от компании Tennoy. Встречаем модель Gold 8. Ранее мы уже снимали видео на Gold 5 и Gold 7. Можете его у нас найти, это было снято одним роликом. И вот теперь дошла очередь до самых крупных колонок этой серии. И что касается ожиданий, то они самые оптимистичные. Во всяком случае, то, как показали себя пятерки и семерки, дает нам право надеяться только на лучшее. Значит так, сделаны они с использованием все той же технологии Dual Concentric, то есть низкочастотный динамик и твиттер находятся на одной оси, что непременно должно делать звучание максимально точным и собранным, плюс обеспечивать лучшую фазовую согласованность в подобного класса акустики. Дальше. Частотный диапазон у этих колонок 54-20 тысяч при плюс-минус 3 дБ и 40-20 тысяч при минус 10 дБ. Максимальный уровень звукового давления 110 дБ, максимальная выходная мощность на пару 300 Вт. И раскачивает это все сдвоенный усилитель класса АБ. Ну и кроссовер здесь настроен на 1,5 кГц. Размеры колонки 429, 274, 336 мм. И, наконец, вес одной колонки 14 кг. По цифрам достаточно. Теперь по особенностям установки и применению. Как видим, фазоинвертор у восьмерок, как у всех голдов, находится спереди. А это значит, что по расположению мониторов относительно задней стены каких-то особенных ограничений нет. Что же касается размеров комнаты, где эти мониторы будут работать правильно и обеспечивать полноценный комфорт хозяину, то это должно быть никак не меньше 15-16 квадратных метров. И еще одно дополнение от производителя. Идеальной средой для работы на этих мониторах будет так называемая flat комната. То есть отражения должны быть сведены к минимуму, но и поглощение должно быть в степени разумной. Иными словами, голых стен быть не должно, но и наглухо забивать каждый миллиметр своей комнаты не нужно. Надо искать некую золотую середину или вообще обратиться за помощью к специально обученным людям, которые занимаются оформлением студийных помещений. Как видите, опять и опять идет упоминание о подготовленности комнаты, поскольку это действительно один из самых важных моментов. И как я уже не раз говорил, какие бы дорогие мониторы вы себе не приобрели, в плохой комнате пользы от них будет совершенно немного. Запомнили? Теперь несколько слов о коммутации и управлении. Так же, как и у меньших колонок серии Gold, управление громкостью и регулятор высоких частот находятся на передней панели. Плюс дополнительная корректировка низов сзади. И здесь же видим выбор положения монитора, левый, правый, и AUX-панель с гнездом для прямого подключения любого звукопроигрывающего устройства и соединение с другой акустикой. Кстати, благодаря тому, что входы XLR и TRS являются непрерывно активными, сюда можно подключать одновременно два аудиоисточника. Не могу пока представить себе ситуацию, когда это может понадобиться, но тем не менее. И, наконец, последняя фишка – это автоматическое отключение мониторов после некоторого времени молчания. А вот это уже удобно. Ну и на этом можно теоретическую часть закрывать. Давайте будем слушать, оценивать и делать какие-то выводы. К большому сожалению, сравнить нам Gold 8 сегодня не с чем, но с другой стороны, послушать их на фоне оригинального звучания трека, может, так оно будет даже и лучше. Во всяком случае, наши уши не будут отвлекаться на многообразие источников и сумеют четче услышать все то, что надо услышать. Поехали!
Ну что ж, давайте подведем итоги. Первое. Колонки играют очень мощно, запаса более чем предостаточно, и опять-таки получить от них все, что нужно в полной мере, будет возможно при использовании их в помещении метражом не менее порядка 16 квадратов. В противном случае оптимально раскачать мощу не получится. Маленькая комната наполнится сплошными перегрузами и искажениями. Второе. Если в тестовой части вам показалось, что середина несколько провалена, а низ и верх как будто выпирают, то, друзья мои, это не так. К великому сожалению, это шалит наш микрофон. В реалии же все звучит более чем ровно и основательно. Все частоты на месте, никаких завалов или преобладаний замечено не было. И, наконец, третье. Стоимость этих мониторов за пару 80 с небольшим тысяч рублей, и они на сегодняшний день являются вполне конкурентоспособными. Те же Genelec или КРК с близкими характеристиками стоят заметно дороже, а сопоставимые по цене Aero Pro или те же Presonus R80 второй версии не факт, что сумеют переиграть наших сегодняшних голдов. Но, как говорится, на вкус и цвет, товарищи, нет. Да плюс стили музыки, в которых мы творим, во многом определяют наличие в наших студиях акустики от тех или иных производителей. Друзья, на этом будем закругляться. Работайте на хорошей аппаратуре. Всем хорошего звука и больших творческих успехов. До встречи. Больших творческих успехов тебе, Саш. Узбеков, больших творческих узбеков. Это так шутят наши музыканты. Кстати, узбеки сами так и шутят. Так что никакого этого, никаких этих. Так, а вот если бы с цифрами не ложанулся по размерам, то вообще бы можно было это все выговорить за 4 минуты 56 секунд.